Всем привет, друзья! Показывала я вам такой кулон, подвеска, бублик или пончик, кто как называет. Решила я сделать с этим пончиком украшение, так как к нему я купила вот такие бусинки, очень похожие, наверное, из одного материала сделаны. И хорошо подходит по цвету. Я обыграла этот пончик, посмотрите, филигранью. Сделала бейл, согнула филигрань, пришила сюда шапочку и поставила бусинку тигровый глаз. Так как я хочу сделать с тигровым глазом, проставить такие бусинки, я пробовала много вариантов с разными цветами и бусинами, но остановилась на тигровом глазе. Совместить, сочетать бусины эти с тигровым глазом. Можно было и обшить его бисером. Тоже мне нравится, как обшивают девочки. Очень красиво смотрится. Ну, я решила сделать немножко по-другому. Очень легко это сделать, такой бейл. У меня есть вот такая филигрань. Я ее согнула посередине. И получился такой бейлик. Для этих бусин я хочу сделать тоже такие, как шапочки. Потому что у меня нет таких этих шапочек квадратных. Ну и я сейчас покажу, что я придумала. Эта филигрань гнется очень хорошо и режется ножницами очень хорошо. Беру я ножницы, которыми мне не жалко, что они могут затупиться. И они у меня специально для таких целей обрезать. Вот я обрежу вот эту часть, вырежу. Эти детальки, вот эти я не выкидываю. Конечно, они мне тоже могут пригодиться. Потом просто я вот эти места подровняю. Очень легко резать ножницами филигрань. У меня много разной формы филиграни, с которой можно работать. И работать с них можно много интересного придумать. Так, это откладываем. И вот такая у нас получилась деталька. Что я думаю? Я думаю вот так. Смотрите, это вот изнаночка, а вот лицо. Передняя часть, например. Я беру круглогубцы и помогаю круглогубцами загнуть. То есть придерживаю центральную часть и руками загибаю. Кончики. Вот. У нас получается вот так. Видно вам, да? И чтобы теперь немножко лежала, как шапочка на бусине, немножко надо загнуть вот эти края, чтобы они не топорщились на бусине. И вот так получилось. Видно вам, да? Берем где отверстие и проставляем. Вот, например, здесь мало прожилочек, и можно закрыть эту часть этой бусинкой, то есть шапочкой. Можно даже руками теперь хорошо загнуть на бусине.
Даже руками можно гнуть. Вот так получилось. И теперь немножко можно загнуть так, чтобы держалось хорошо. И когда оденется это все на тросик, я буду собирать, зажмется, прижмется бусинами, и филигрань будет держаться и играть такую роль, как шапочка. Вот так вот. Можно еще подогнуть. И здесь можно еще подровнять. Выровнять. Вот. И теперь она держится. И получается вот такая шапочка. И подходит к бейлику. Посмотрите, как хорошо. Так, украшения я буду собирать на тросик. У меня тросик есть 0,45. Под бронзу хорошо подходит. Ну и сейчас я отмеряю тросик и будем вместе собирать. Под бейл я одену бусинки. Маленькие, не помню сколько. 3, наверное, миллиметра, а может быть и 4 миллиметра. Я померю и будут вам размеры все на экране. И хочу под бейл одеть эти бусинки. Вот так они будут смотреться. И по бокам закроем вот такими бусинками, уже бронзовыми. Под бейл фурнитура будет у меня бронзовая. Вот как хорошо стали 3 бусинки, и бейл будет держаться вот так. Ну и теперь я буду набирать бусины. Хочу поставить вот такие шапочки. Красивые шапочки. Я показывала их уже в распаковке. Они мне очень понравились своей формой. И они красиво ложатся на бусину. Это бусина 12 миллиметров. Хорошо она ее обнимает. 12 миллиметров. Можно и меньше одеть такие шапочки. Так, теперь я хочу проставлять вот эти снежиночки, как проставочные бусины. И одевать уже, вот я подготовила все бусинки. И, наверное, вот так будет, да? Красиво. Снежинку. И, конечно, я не показала вам, хочу применить вот такие диски. Гавлит или торквинит, кто как называет. Это, по-моему, 8 миллиметров. По-моему, 8. Не помню. Выписывала и уже не помню. Ну вот так. Между бусин поставить вот так. А может быть, с двух сторон лучше поставить снежинку, да? И вот это будет самый красивый вариант. Посмотрите. И так дальше набираем. Я покупала эти квадратные бусинки. Их было 10 штук в комплекте. Я решила поставить с двух сторон по 4 бусинки таких.
И 2 бусины я хочу применить в браслете. Потом в конце видео я покажу, какой я хочу сделать браслет. И если вам это понравится и заинтересует вас, тогда я сделаю видео по браслету. Ну, если вы захотите, конечно. Если будет много комментариев, вы напишите «хочу такой браслет», тогда я сделаю. Ну, а если там 2-3 человека напишет, мне неинтересно будет тогда на видео снимать. Вот, посмотрите, как красиво получается. И теперь дальше я буду делать уже вот тигровый глаз проставлять. Вот так. И, наверное, с этими бусинками. На уменьшение теперь будет у нас, да? Вот так. И теперь у меня вот поменьше бусины, 10 миллиметров поставлю. Ну и потом 8. Может быть даже и 6. Посмотрю на окончание, как будет выглядеть. Сейчас я наберу уже с 2 сторон и покажу вам. На 10 миллиметров бусинку я буду ставить вот такую шапочку. Очень красиво она смотрится. Я сейчас попробовала одеть. Посмотрите, как они смотрятся красиво. Эти шапочки. Вот как получилось. Мне нравится. А вам как, нравится или нет, напишите. Я ближе к шейке перестала проставлять бусины металлические, бронзовые. Думаю, так будет лучше на шейке, без металла. Ну, а здесь это будет видно. Примерно 55, а может быть 57. Сейчас еще замочек одену. Вот такой хочу поставить крючок. Очень мне понравился. Будет украшение у меня в стиле бохо. Я думаю, можно тоже носить такое украшение с одеждой в стиле бохо. Будет красиво. И одену вот такую бусинку в конце. Как тыковка. Так, и протектор одеваем. Так, сейчас колечки возьму. Колечки двойные я сразу одену на протектор, чтобы потом не одевать второй раз, если можно это сделать сейчас. Вот так одеваем на протектор. Потом просто оденем замочек и все, потому что колечки двойные. Не так уж и легко одеть. Здесь бусинка у меня будет вот так вот с краю. Здесь протектор одеваем, то есть обжимную бусинку, кримп. Сейчас я зажму ее и одену обжимную бусинку. Здесь поближе к протектору протягиваем бусину. И здесь уже зажимаем кримп, но даем еще расстояние для обжимной бусинки. Все хорошо зажато. Никуда ничего не двигается. Берем обжимную бусину. И одеваем. Вот так. И зажимаем. Я это показываю в каждом видео, наверное.
как это сделать. Но много новых подписчиков, которые только начинают делать украшения и много задают вопросов, как что сделать. Вот я показываю в каждом видео. Вот так мы зажали. И получилось 2 бусинки. И все, перетягиваем теперь все бусины. Я не обрезаю тросик. Здесь можно и так одеть. Будет понадежнее. Вот так получилось. Теперь я вторую сторону. Сейчас все подтяну. И вторую сторону закрою. Одену крючок на эту сторону. Да тут любая сторона. Перед, зад. Не имеет значения, где здесь лицевая сторона у меня. Ну вот, украшение я доделала. Замочек поставила. Вот такой хороший замок. Мне очень нравится. Он не спадает. Тем более бусы нелегкие. И не откроется никогда такой замочек. Вот такое интересное решение у меня получилось с шапочками. Всегда переживаю за такие бусины или овальные, или квадратные, что они будут перекручиваться. Не лежат, да? Ну, когда их одеваете, они хорошо ложатся на груди и ничего не перекручивается. Ложатся прям ровненько и хорошо получается. 2 бусинки я оставила, как я уже говорила. Вот такие бусинки. И я хочу сделать браслетик. Я начала уже делать на ткани. И что-нибудь сотворить подобное украшению. Вот такой браслет у меня в планах. Даже, может быть, эти детальки мне пригодятся. Пришить их. Обшить кабошончики. Ну и все это бисером обшить. Сначала думала поставить вот такие концевики. Закруглить. Конечно, он уже будет. Это у меня ткань вырезана такого размера. Поставить такие концевики. Но у меня же есть такой замочек. И тут уже не нужен карабинчик. Посмотрите. Очень удобный. И хорошо работает. Закрывается плотно. Я еще никуда не ставила такие замочки. Но мне он очень нравится. И вот есть здесь 3 петельки, за которые можно пришить. И сделать вот такой ширины браслет. Я думаю, будет браслет шикарный. Ну, если кто-то захочет, напишет мне, что хотите такой браслет, я вышью на камеру. Но если будет мало комментариев, конечно, я думаю, и просмотров будет мало. Ну, вам уже решать, хотите вы или не хотите такое видео. Жду от вас комментариев, напишите свое мнение. Понравилось ли вам такое решение с шапочками и с филигранью можно работать. Очень даже хорошо в украшениях смотрится. Ну а если вдруг вам понравилось мое видео и мое украшение, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.